Твои лайки, комментарии и подписка продвигают мой контент в Ютубе. Итак, это снова Илья и мой канал Антимрак. Поговорим в этом видео о параллельной реальности потребителя. И в частности я буду говорить о так называемых психологических услугах, как отрасли общества потребления. Вообще, если говорить о потреблении как о процессе в самом себе, то это значит, что такое потребление не вызвано практической или жизненно важной необходимостью, то есть это то потребление, без которого человек может, собственно, обойтись. В частности, человек склонен потреблять информацию, которая не только не является полезной, но и вредной. Например, существует такая отрасль информационных услуг, как психология. Данная отрасль возникла в чистом виде как продукт общества потребления, который никак не связан с реальностью. Например, потребление человеком пищи, если оно не вызвано зависимостью от вкуса, является тем, что удовлетворяет физиологическую потребность человека в необходимом количестве питательных веществ, то есть в белках, жирах и углеводах. Если человек не будет потреблять данные питательные элементы в необходимом для выживания количестве, то он умрет, либо же будет плохо себя чувствовать. Но так называемые психологические услуги не являются чем-либо хоть как-то связанным с реальностью. Эта сфера никак не связана с человеческим организмом, не связана с социумом и отношениями между людьми. То есть так называемые психологические услуги — это то, без чего человек как минимум может обойтись. В чем заключается роль современных средств распространения информации в тенденции увеличения спроса на психологические услуги? На самом деле роль современных средств распространения информации в увеличении спроса на так называемые психологические услуги заключается в том, что сам интернет является бесконечным объектом потребления информации, и сам человек, пользующийся интернетом, если он не использует его для сугубо практических целей, априори находится в пассивном положении, потому что рекомендательные алгоритмы, допустим, того же самого Ютуба, могут подсовывать ему те видео, которые он смотрел ранее. То есть не те видео, а видео, близкие по теме к тем видео, которые он смотрел до этого. И в силу простоты получения информации и склонности самого человеческого организма так или иначе экономить энергию, он застряет в этом самом интернете. И в случае, допустим, с тем же самым потреблением психологических услуг, склонность человеческого организма экономить энергию будет оправдана самим человеком его мыслью о том, что он обеспокоен своим психологическим состоянием, и поэтому делать он ничего не будет в реальной жизни. То есть он не будет, предположим, улучшать свое физическое состояние какой-нибудь посредством, допустим, прогулки, да, либо же катания на велосипеде, как, например, это делаю я. А он будет думать, что с ним что-то не так, потому что вот некий австрийский писатель-фантаст Фрейд писал некие фантастические труды о том, что какая-то детская травма предопределяет его жизнь, и только она единственная является проблемой того, что происходит с ним в реальный момент. Но только не он сам является причиной того, что с ним происходит. Не его действия. То есть человек не должен следить за своей физической формой, заниматься уборкой своей комнаты, не должен отягощать свое мышление выявлением причинно-следственной связи между своим состоянием и своим собственным поведением, а должен просто потреблять некие видеоролики по психологии, либо пользоваться услугой так называемой психологической консультации, чтобы некая вчерашняя эскортница, называющая себя психологом, указывала бы ему путь к оптимизации себя под некие мутные стандарты, на которые
она будет косвенно ссылаться. И меня больше всего поражает то, что этими услугами пользуются люди, которые даже могут взять кредит на эти цели, да, вот, чтобы купить эти услуги. Хотя вроде как пользование человеком подобными услугами подразумевает то, что все его базовые потребности удовлетворены, и он как минимум не болен, да. Но то, что он берет кредит на подобные цели, свидетельствует о том, что он как минимум беден, и к тому же он сам не определил для себя объективную причину обращения к психологу. Если, допустим, он чувствует некую апатию и раздражительность, то они могут быть вызваны какой-либо объективной болезнью, выявлением которой занимается медицина. Вот я, допустим, слышал случай, когда человек по причине того, что он испытывал раздражительность, стал посещать психолога, и делал он это в течение года. И этому человеку посоветовали обратиться к врачу, и после медицинского обследования было выявлено паразитарное заболевание, которое как раз и послужило причиной этого плохого самочувствия. И после того, как человек вылечился от этого заболевания, вся его раздражительность исчезла. То есть человек платил свои деньги за то, чтобы психолог просто занимался пустой игрой в фантазийные теории, абсолютно никак не связанные с объективной сутью проблемы. И сам потребитель не понимает, что он своей пассивностью, выражающейся в нежелании мыслить самостоятельно, обрекает себя на то, чтобы становиться жертвой различного рода шарлатанов, вроде психологов, колдунов, коучей, гадалок и так называемых бизнес-тренеров, которые никогда не занимались бизнесом, да. Проблема современного человека — это проблема его пассивности. На самом деле проблема современного человека — это проблема его пассивности, и информационный мир интернета, которым человек сам себя окружил, превратился для него в предмет потребления сам в себе, независимо от необходимости, обусловленной его выживанием или его просвещением в какой-либо теме. И он, подобно пловцу, погружается в этот информационный океан, не понимая, для чего он в него погрузился и куда он вообще плывет. Рекомендательные алгоритмы, допустим, того же самого Ютуба, покажут ему ролик, где разведенка будет учить его тому, как сохранить семью, эскортница будет учить половой гигиене, а человек, который слышал о бизнесе только по интернету, но никогда им не занимался, будет учить его бизнесу. И человек, который потерял все свои деньги во время кризисов, будет учить потребителя тому, как сохранить свои деньги во время кризисов. То есть реальность потребителя — это реальность абсурда, в которой он апеллирует не к причинам, которые запускают тот или иной процесс, а к некоему средству, которое позиционирует себя как некая экспертная сфера, занимающаяся поиском неких мутных причин, которые она сама не может ни сформулировать, ни определить. Потому что это причины иллюзорные, выдуманные, придуманные в виде неких красивых теорий, которые позиционируются как некая красивая история, которая предопределяет то, что происходит с человеком в данный момент. И эта история, вот как в случае с психологией, всегда апеллирует к прошлому, потому что к реальности она не может иметь никакого отношения по причине того, что она никак с ней не связано, и потребитель, как в случае с потреблением психологических услуг, платит не за избавление от какой-либо объективной причины, которая вызвала некую проблему, а за красивую историю о некой детской травме, которая и стала единственной причиной всего того, что человек субъективно описывает как свою проблему. То есть сфера психологических услуг — это даже не про конкретизацию проблемы, а про ее создание, потому что нет объективного предмета воздействия психолога. Манипуляция психолога — это манипуляция, направленная
на создание у человека представления о том, что ведется некая экспертная работа, но эта работа ни с чем по отношению к ничему. Потому что потребитель добровольно стал жертвой маркетинговой пропаганды психологии, которая создает проблему, потому что сам человек априори поставил себя в положение пассивного потребителя, но не того, кто может хотя бы осмыслить влияние на него той или иной информации, так как он стал, по сути, ее жертвой. Всего хорошего.